Сегодня галопом пробежимся по самым популярным местам Калгари. Почему галопом? Да потому что лошади для Калгари фактически священные животные. В городе есть масса их статуй, причем в полный рост, в основном возле магазинов для привлечения покупателей. Есть и более креативные, как, например, эта механическая лошадь. Но главная лошадиная скульптурная композиция расположена перед мэрией Калгари. Жеребец стоит отдельно, смотря на кобылу с ребенком. Это, по объяснениям, символизирует силу и родство в семье. Но тут бросаются в глаза не сами лошади, а то, что у них под ногами. Это инсталляции из детской обуви и игрушек. Временный мемориал жертвам канадских школ-интернатов. Звучит жутковато, да и смотрится так же. Что это? Сейчас расскажу. Сотни туфель, плюшевых мишек и цветов на мемориале жертвам канадских школ-интернатов прямо перед входом в мэрию Калгари. Он установлен общинами коренных народов, а проще говоря, индейцами, в честь своих детей, не вернувшихся домой из школ-интернатов. Начиная с 19 века и практически до конца 20-го существовала программа государства и церкви, по которой детей индейцев просто отбирали из семей и отправляли в интернаты, пытаясь ассимилировать их с колониальными нормами и культурой. За их здоровьем не особо смотрели. Многие дети умирали в этих учебных заведениях, в том числе и от побоев. Их просто хоронили в безымянных могилах. Как говорится, одним индейцам больше, одним меньше. Темные страницы истории Канады всплыли после обнаружения возле двух таких интернатов около 1000 безымянных могил. Дальше еще и еще. Потом их просто перестали считать. С тех пор по всей стране возникают такие вот мемориалы. И да, в 2022 году Папа Римский Франциск принес публичные извинения коренным народам Канады за попытки насильственно ассимилировать их с христианским сообществом. Ну и нельзя пройти мимо вождя коренных народов Альберты Джона Хантера, известного как «Сидящий орел». Он был не только успешным предпринимателем, но и хорошо известен как художник и ремесленник. Также преподавал в воскресной школе и был даже певцом в группе Chiniki Dancers. Он прожил долгую жизнь и умер в 1970 году, после чего благодарные потомки и увековечивали его в бронзе. Скачем дальше. В Калгари много любопытных локаций, и одна из них – вот этот набор 6-метровых скульптур был создан испанским скульптором Марио Армингола для показа в британском павильоне международной выставки Экспо-67. После ее окончания скульптуру выкупил калгарийский бизнесмен и привез в свой город. Когда их установили, мнения жителей разделились, и вот уже более 50 лет продолжают делиться до сих пор. Парк, где их поставили, назвали парком высоких людей. Кое-кто дразнит их инопланетянами или даже чужими, кто-то воспринимает как семью из апокалиптического мира, а кто-то видит в них просто веселые безмятежные статуи, которые хоть и нависают над вами, но присмотритесь, каждый из них протягивает руку для товарищества. Самое главное, они никого не оставляют равнодушными. А не это ли основное для произведения паблик-арта? Это, пожалуй, одна из самых известных и узнаваемых в Калгари скульптур. Она была установлена в 1981 году на 8-й авеню. Два мужчины, одеты в деловую униформу середины прошлого века, с аккуратными стрижками, галстуками, пальто, шляпами и портфелями. О чем беседуют эти, несомненно, успешные бизнесмены? Тут у вас большой простор для фантазии. Многие считают, что они заключают сделку. Некоторые говорят, что они о чем-то спорят, а некоторые даже подозревают их в заговоре на устранение конкурентов. Так или иначе, скульптура настолько реалистична, что так и хочется пожать руки и присоединиться к разговору. А вот какие-то шутники нацепили на толстяков маски, и они стали практически неотличимы от мимо проходящих людей. Пять женщин что-то обсуждают за чашкой чая. Скульптура, возле которой охотно фотографируются калгарийцы и гости города. Но это не вовсе какие-то там бабушки-старушки. Это ни много ни мало борцы за права женщин. Чтобы вы знали, аж до 1929 года женщины по канадскому законодательству не считались личностями.
И вот эта пятерка, не согласившись со старыми трактовками закона, обратились в высший суд Британской империи. В итоге женщин признали возможными избираться в Сенат Канады, тем самым уравняв их права с мужскими. Момент, когда они узнали о своей победе из публикации газеты, и запечатлен в этой скульптуре. И хотя сенаторами при жизни эти женщины так и не стали, но спустя 80 лет Сенат Канады проголосовал за присвоение каждой звания почетный сенатор. А на 50-долларовой купюре также разместили вот эту скульптуру. Это что за фигня? Обычно такая реакция бывает на хороший паблик-арт. И это здорово, потому что дальше ты, напрягая свои извилины, пытаешься понять задумку скульптора. Вот, например, под названием «Между небом и землей. Измерение неизмеримого» сразу несколько скульптур. Вот как хотите, так и понимаете. Рядом с ней Tribute Land. Тут уже проглядывается древняя мифология. Согласно культуре коренных американцев, их земля, Северная Америка, поддерживается спиной черепахи. А вот это самый известный в Канаде бык по прозвищу Преступник. Под тонну весом его смогли оседлать на родео только один раз за его жизнь. И то, всадник продержался всего 8 секунд. Тем не менее, выиграв за это $50 000. Остальные 70 выездов никто не мог на нем удержаться. Это один из самых знаменитых быков в мире родео, и памятник ему олицетворяет свободный дух Калгари. И еще одно олицетворение нашего времени. Знакомьтесь, Ван Гог. 4-метровый художник с недостающими частями тела идет с сумкой в руке, а картины привязаны к его спине. Монумент был открыт во время пандемии и, как было заявлено, является символом нашего времени, сломанного и разорванного, но все же движущегося к лучшему будущему. А вот эта 12-метровая скульптура девичьей головы под названием «Страна чудес» у подножия одного из самых высоких небоскребов Калгари метафорически символизирует сам город, такой же молодой и цветущий. Внутрь головы можно зайти, и вид оттуда на небо не менее интересен. Ну и теперь вознесемся. Не совсем так, как вы подумали, но движение вверх будет присутствовать. Это Тауэр, Калгарийская башня, с которой открывается потрясающий вид на город. Ее высота 191 метр, и чтобы попасть на обзорную площадку, надо преодолеть 802 ступеньки лестницы. Понятное дело, их никто не топчет. Все нормальные люди предпочитают скоростные лифты на 18 пассажиров, которые вознесут вас на верхотуру всего за 62 секунды. Людей тут всегда много, особенно перед закатом, когда виды особо яркие. К стеклянному полу практически не пробиться, тут каждый старается испытать свои нервы и взглянуть вниз с высоты 130 метров. Не у всех удается, кстати, некоторых на руках выносят. Удовольствие полюбоваться Калгари с высоты птичьего полета обойдется вам в 22 канадских доллара. Отсюда вы увидите не только даунтаун, но и вершины скалистых гор, а заодно и шикарный закат. И это еще не все. Хотите знать, где отдыхают канадцы? А увидеть ботанический сад на крыше? А узнать, где место тещи? А взглянуть на скамейки памяти? Все это ждет вас в следующей серии. Так что советую подписаться, чтобы не пропустить. Пока!